2 года прошло с тех пор, как скончался Сдирет Чех, один из наиболее выдающихся чешских геральдических графиков. А надо сказать, что быть выдающимся чешским геральдическим графиком – это очень высокая честь. Чехия – одна из великих держав в истории геральдики. В XIV веке Чехия была не просто сердцем всей Западной империи. Она смогла сформировать потрясающую традицию сладостной готики и в прямой связи с этим великим готическим достижением замечательную традицию геральдической пластики и графики. И эта традиция развивалась потом весьма смело, уверенно и плодотворно. В 20 столетии Чехия украсилась 2 великими геральдическими графиками – Ежелодой и Сдиретом Чехом, его же память ныне совершаем. Сдирет Чех работал с самыми разными слоями чешской геральдической традиции, воспроизводя ее элементы и творчески переосмысляя ее стилистическое наследие. Он выработал собственный авторский стиль, хорошо узнаваемый, очень четкий, отзывающийся на голоса, доносящиеся из чешской готики, но при этом это именно его личный стиль, и на первый взгляд его приемы несколько единообразны. Действительно, Чех нашел свой характерный тип льва, нашел своего характерного орла. Все его львы – братья и кузены, все его орлы из родственных гнезд, хотя при этом они не теряют индивидуальности. Он нашел именно тот извод геральдической гримасы, который ему ближе всего. Он нашел именно ту манеру изображения пружинистых, упругих геральдических тел, которая лучше всего ложилась ему в руку художника, под его кисть, под его карандаш. И он это воспроизводил из одного изображения в другое, и это позволяло оттенить индивидуальность не львов, не орлов, а тех гербов, в которых присутствуют эти львы и орлы. Похожие львы подчеркивали разность тех геральдических композиций, в которых они присутствовали. Точно так же он нашел свой характерный тип короны, причудливо искаженной обратной перспективой. Он подсмотрел это в средневековом искусстве и с чрезвычайной изобретательностью в разных проекциях, в разных контекстах воспроизводил в своей графике и в своей геральдической живописи. Подобно другому замечательному геральдическому художнику 20-го столетия, шведу Шельде, Сдирет Чех был не только геральдистом, но и церковным художником. Это сделало его очень чувствительным к иконографии, очень чувствительным к атрибутам, очень чувствительным к традиционной стилистике изображения, и всем этим он пользовался в своем геральдическом творчестве, соединяя это с предельно ясным пониманием геральдической сути того, что он изображает. Прямо-таки аскетическая концентрация на формуле герба. Это позволяло ему создавать очень эффектные, очень ясные изображения, иногда кажущиеся разительно простыми, при этом вполне ясно доносящие все геральдические тонкости до зрителя. Его графика всегда аналитическая. За какую бы композицию он ни брался, он смакует то, как она составлена из геральдических элементов. Он способен изображать герб более сложным, менее сложным. Он получает удовольствие от того и другого подхода. То он берет герб и нарочно архаизирует его, показывает его в самом что ни на есть раннегеральдическом ключе. То он берет сравнительно поздний герб и изображает его в благородной и суровой простоте. То он изображает гербы в их, так сказать, обычном состоянии: щит, шлем, нашлемник. Иногда речь при этом идет о гербах не в пример более пышных, но вот через это главное содержание герба он оказывается способен передать массу индивидуального обаяния той или иной композиции. И можно присмотреться, например, к тому, как он
восполняя чрезвычайную простоту стилизации, ликует, делая совершенно разными, глубоко индивидуальными наметы в тех гербах, которые выходят из-под его кисти. Мы видим здесь, например, две версии герба великого герцога Тосканского. В одном случае щит дополнен короной и больше никаких атрибутов нет. В другом случае присутствует лента, которая, собственно, и настоящим атрибутом не является. Это, в сущности, декоративное дополнение. Он знает, что можно сделать, что можно добавить, не нарушая всех геральдических тонкостей, и виртуозно этим пользуется. Сокращая герб, расширяя герб. Герб графов Кинских предстает у него без графских атрибутов, но зато замечательные волчьи зубы, прославившие эту геральдическую композицию, здесь прочитываются так гордо, как если бы они сами по себе были короной. Точно так же он совершенно уверенно, ловко и без единообразия, с разными наметами, с разным наклоном щитов, с разной формой щитов, с разным внутренним ритмом композиции воспроизводит, например, гербы сопоставленные, два герба, соседствующие в пределах одной композиции. Или же, как в случае с гербами графов Жиротинских, деликатно дополняет сердцевину этого герба княжескими атрибутами, которые по традиции принадлежали этому роду, претендовавшему на происхождение от Рюрика. Но это то, как он умел делать герб простым. Он умел делать герб чрезвычайно сложным. Впрочем, и здесь, зная, где остановиться. Прекрасный пример тому – герб князей Шварценбергов. Его сложность вполне ясно продемонстрирована. Присутствуют награды, указывающие на конкретного обладателя герба, но при этом опущены шлемы и щитодержатели, которые сделали бы композицию более тяжеловесной и задавили бы индивидуализирующие награды. Превосходно сложная композиция иллюстрирует приход Лотаринского дома на престол императоров Священной Римской империи. Клерикальный герб с многочастным щитом и другие примеры сравнительно сложных композиций показывают, как Сдират Чех аккуратно отмерял ровно столько сложности, сколько он считал нужным для данной композиции. Любая из этих композиций могла бы быть изображена проще или сложнее. Человек, свободно ориентирующийся в геральдическом материале, имеет возможность выбрать то, что ему предпочтительно, остановить, так сказать, курсор там, между предельной сложностью и предельной простотой, где он счел нужным. Мы видим, что Сдират Чех сохраняет геральдическую ясность форм, геральдическую ясность расцветок, геральдическую строгость контуров, при этом ни секунды не отступаясь от декоративных функций геральдики, от украшательства, если угодно. Он не стесняется пользоваться цветными фонами, он не стесняется строить композицию прихотливо и неожиданно там, где ему подсказывает эта геральдическая фантазия. Он также совершенно свободно ориентируется в гербах нового и новейшего времени для того, чтобы придать им некоторое подобие готическим формам и вернуть им средневековое великолепие геральдики, как мы видим в случае с гербом Парижа и с тем гербом, на который претендуют Орлеаны в качестве покушающихся на главенство в королевском доме Франции. Эта же ясность геральдического видения позволяет Чеху, изображая гербы кавалеров тех или иных орденов, концентрировать внимание на соединении щита и наградных элементов. Четкий стилистический выбор Сдирада Чеха позволяет ему пользоваться определенной свободой в выборе применения этих приемов. Он исходит из средневековых, готических посылок, и при этом в его графике прекрасно уживаются формы барокко, формы новейшего времени. Это происходит отчасти потому, что он работает с некоторой оглядкой на наивное искусство, чувствительное к самым разным стилистическим слоям и способное переварить все это вместе. То, как он с легкостью вставляет
своей вдохновленной прежде всего все-таки готической геральдической графикой щиты в барочные картуши, говорит о возможностях, предоставляемых подобным стилем, чрезвычайно много. Эта же стилистическая свобода позволяет ему проявлять изобретательность на пределе того, что может позволить себе геральдический художник. Геральдическая игра, геральдическое остроумие, геральдические шутки – все это ему удается, работая с гербом, в котором присутствуют 4 львиных лапы. Он способен представить эти 4 львиные лапы как принадлежащие льву, спрятавшемуся за щитом, а живописуя герб национального героя Яна Жишки, он напоминает нам о том, как в течение долгого времени Жишка был слеп на один глаз, изображая в гербе шлем с заклепанным отверстием для одного из глаз. Как церковный художник и как геральдист, и как ревностный католик, Здирать Чех много работал с церковными гербами. На примере 2 папских гербов, современного и старинного, мы видим, как он свободно распоряжается расположением ключей, расположением связующего их шнура, и как при этом он точен в воспроизведении геральдических характеристик венчающего элемента, в одном случае гибридной митры, в другом случае архаичной тиары. В зависимости от ранга клирика он изображает герб более или менее сложным, но, впрочем, и здесь он способен проявить творческое начало весьма смело. То он берет епископскую шляпу и убирает кисти, поскольку зеленый цвет шляпы все равно указывает на соответствующий ранг, то он привешивает флажок с геральдическим изображением к епископскому посоху. Это не герб, но это совершенно недвусмысленная геральдическая композиция, что не мешает ему на других изображениях представлять все необходимые ряды кистей, все необходимые кресты и прочие атрибуты во избежание малейших сомнений и для полноты парадности. Уже знакомый нам, уже виденный нами герб великого магистра Пражского ордена крестоносцев выполнялся им не раз и в более простом, и в более сложном виде, с добавлением личного герба конкретного великого магистра или без этих элементов. То есть, когда у Зирада Чеха была возможность поиграть с разными вариантами того или иного герба, он не упускал этой возможности, смакуя визуальный потенциал той или иной композиции. В качестве десерта не могу не порадоваться, представляя вам герб, имеющий отношение к российской геральдике, хотя прежде всего это, конечно, герб грузинский, герб князей Дадианов. Каким образом озаботился его изображением, я, к сожалению, не знаю, но он представлен в неповторимой авторской манере и при этом с той же геральдической четкостью, которая так радует нас в других его работах. Напоследок, в качестве постскриптума, скажу, что руке, кисти, перу Чеха принадлежит прекрасная книга о папской геральдике, что он вообще был замечательным книжным иллюстратором, и вышло немало изданий, в которых он представил как геральдические, так и разнообразные иные сюжеты, что, как я уже сказал, он много работал с церковными гербами. Церковная геральдика Чехии была бы совсем другой, куда более бедной без него, что он много работал для кавалеров ордена Святого Лазаря. Легитимность этого ордена весьма сомнительна, впрочем, под конец жизни и сам Чех его покинул, но это существенная страница его биографии. Он нарисовал множество прекрасных экслибрисов. Неудивительно, что многие из них были геральдическими, но, впрочем, он имел вкус к иным областям символики, эмблематики и идентификации, и на некоторых его экслибрисах мы видим узнаваемые символические, аллегорические композиции, отсылки к теме святого патрона, обладателя экслибриса. В общем, изрядное количество совершенно разных
источников геральдических или просто ласкающих глаз остались после Сдира Дачеха, и отчасти это рассеяно в пространстве, отчасти, может быть, например, найдено на его стене в Пинтересте, где находится, например, лучшая известная лично мне коллекция его работ. Я был счастлив немного с ним пообщаться в переписке, и это тот счастливый случай, когда я мог сказать прекрасному художнику, что он очень много для меня значит и что он сильно на меня повлиял. Оба великих чеха-геральдиста прошлого столетия повлияли на меня, обоим я смог сказать спасибо. Господа, будьте благодарны, говорите спасибо тем, кто вам помогает. Пока не живы. Да, в общем, после этого тоже, наверное, стоит.